Okay, recording. All right, 3, 2, 1, recording. Today is 20th of June 2024. My name is Елена Petrova-Livgober. I'm hosting an interview with Holocaust survivor Valery Grazak on behalf of University of Southern California Shaw Foundation. This is a remote interview. Valery Grazak is in East Lyme, Connecticut. I'm at Los Angeles, California. Language of the interview is Russian. I can take it off. Yes. Okay. Окей. Добрый день, Валерий. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Валерий Грозак. По буквам, пожалуйста. Что кроме имени я должен сказать? По буквам. Можете произнести имя по буквам? Вы хотите, чтобы я прошелся? Нет, имя. Свое имя произнести по буквам. В-А. One second. Can you pronounce your name by letters? Like spell your name? One second. Okay, let's try. What is next? Как вас звали при рождении? Повторите. Как вас звали при рождении? Давид, ты мог бы переводить? David, can you ask him what was his name when he was born? Yes. Can you say your name out loud and when you were born? Меня зовут Валерий Грозак. Я родился 27 июня 1941 года в городе Киеве. Это столица Украины, но тогда это был Советский Союз. У вас были другие имена? До сегодня нет. Но в Америке Валерий это длинное имя, так меня называли Вэл. V-A-L. Но по-русски я Валерий. Сколько вам лет сейчас? Мне через неделю будет 83. Отлично. Как вас звали при рождении? Валерий меня назвали. И я хочу вам объяснить немножко почему. Потому что незадолго до этого знаменитый летчик Валерий Чкалов совершил перелет беспосадочный из Москвы в Америку. Это было впервые в истории. И он стал знаменитым. И тогда многие называли своих детей Валерием.
И я вот как раз попал в эту компанию. Замечательно. А как звали вашего отца? Моего папу при рождении, я позже это объясню, звали Михель Янгелевич. Но в Советском Союзе было неловко иметь такие имена и отчества, поэтому переделали на Михаил Яковлевич. Мгм. А чем он занимался? А, Мои папа и мама, я, может быть, расскажу позже, они выросли в детдоме. И в детдоме их научили шить. И папа после того, как уже вышел из детдома и стал работать, он начал работать в заводе, где делали авиасамолеты. И он проработал там 40 лет, практически всю жизнь. Но знаете, как один еврей говорил, что если бы я был король, так я бы даже жил лучше, чем король. А его спрашивают, почему? А он говорит, а я бы еще немножко шил. Так вот, мой папа тоже работал с утра до вечера, а если было какое-то время свободное или воскресенье, он шил. Шил все для семьи, для друзей и для коллег по работе. Мгм. Как звали вашу мать? Маму, опять-таки, ну, как говорят, в миру звали в советское время Любовь Васильевна. Но когда она родилась, то в моем свидетельстве о рождении ее имя записано так: Любовь Фицалиль Фатильевна. А чем она занималась? Мама в основном растила нас. В семье было 3 детей. И папа зарабатывал на жизнь, но не так много. И надо было подрабатывать, надо было помогать ему шить, ухаживать за детьми, коммунальная кухня, уборка, готовка. Я маму, как-то уже став подростком, и как-то был очень удивлен, когда на один из праздников вдруг увидел, что мама днем прилегла отдохнуть. Я до этого никогда маму не видел, чтобы она прилегла. Она с утра до вечера была на ногах, в очередях, на кухне, стирала, заботилась о детях. А сколько у вас братьев и сестер? В семье было 3 детей. Сестра старше меня на 5 лет, а брат младше на 9 лет. Как их звали, зовут? Повтори, пожалуйста. Назовите имена ваших брата и сестры. Сестру звали Лида, ну и полное имя Лидия Михайловна. А брата звали Володя. Ну, я говорю, звали. Брата зовут Володя Владимир Михайлович. А Лида умерла. Ей было 70 лет, когда она умерла. Брат, слава Богу, жив. Расскажите про ваших бабушек и дедушек. Что вы о них знаете? Дело в том, что война
в войне сгорело почти все документы и даже память. Но у меня, правда, дело в том, что родители потому и выросли в детдоме, что папиного отца зарубили в погроме в Проскурове на глазах у моего отца. Ему было 5 лет, и он рассказывал, как петлюровцы шашками во дворе зарубили его отца и вытирали эти шашки от белый снег, свои кровавые шашки. И поэтому я только помню вот это то, что мне мой папа о своем рассказал. А папина мама иногда жила вместе с нами. Она прожила довольно долгую жизнь. Она умерла лет 85, наверное. Вот. И она переезжала, у нее было 3 детей, 2 дочери и сын мой папа. И она время от времени жила то с одними, то с другими. Больше всего ей нравилось жить с моим папой. Мгм. Так. А Как? значит, папу зарубили, ничего я об этом не знаю. Мамины родители, мама умерла, мама умерла, когда маме было всего 3-5 лет, в Одессе от голода. И этот голод, это была такая нищета, что даже не было возможности в гробу похоронить. Ее просто завернули в ковер и закопали. А ее папа, значит, у них было 3 сестры. И ее папа оставил себе старшую сестру, а 2, которые младше, отдал в детдом. И один раз только мама мне показывала фотографию перед войной. Папа приехал к ней и сфотографировался вместе со всеми 3 дочерьми, буквально за несколько дней до войны, и говорил, что он уедет, куда не знал сам, но куда-нибудь подальше. Но с тех пор никто его никогда не видел. Вы знаете имена? Повторите, пожалуйста. Вы знаете имена маминых сестер, маминого отца? Маминого отца я не знаю. Мамина мама, я сказал, умерла. Но я только знаю имена. Вот я говорил, что папа 2 дочерей отдал в детдом. Маму и ее сестру Полю. А 3-ю дочь он собирался оставить с собой, но мы больше никогда их не видели. У папы было 2 сестры, тетя Оля и тетя Женя. И вот я говорил, что бабушка жила время от времени то в одной семье, то в другой, то в 3-й. А бабушку звали Ханна, вспомнил. Мгм. Так. Вы знаете, чем ваши бабушки и дедушки занимались до революции? Кем они были? Да, вот, кстати, мамин папа, он зарабатывал на жизнь тем, что писал людям письма красивым почерком и делал игрушки. Но когда началась Первая мировая война, люди письма писать перестали, игрушки уже никому были не нужны.
и он нищенствовал. Вот, это то, что я знаю из того, чем занимался дед. А бабушка, которая иногда жила с нами, я не знаю, чем она занималась, думаю, что просто по хозяйству. Дело в том, что папин папа, которого зарубили петлюровцы, он был дамским портным в Проскурове, довольно таким, ну как сказать, некоторые слова русские забываю, в общем, был востребован дамами. А бабушка, наверное, занималась просто семьей. Но когда она жила с нами, то ей очень нравилось стоять в очередях. А возможности были в этом смысле неисчерпаемые в то время. И она чувствовала себя, ну, так сказать, в пределе. Так. Вы говорите, у вас папа из Проскурова. А как они оказались в Киеве? Как давно они жили в Киеве, ваши родители? После того, как они вышли из детдома, я знаю, что они поехали в Киев и уже в Киеве практически прожили всю жизнь. Они познакомились в детском доме? Да, а так получилось, что их родители отдали в один детский дом, они там выросли, а когда выросли, полюбили друг друга и уже не расставались всю жизнь. Какие у вас самые ранние детские воспоминания? Ну, я не знаю, может быть, я вам расскажу дальше подробнее. Дело в том, что я родился на 5-й день после того, как немцы напали на Советский Союз. И я родился в Киеве под бомбами. И мама и папа постоянно должны были бегать со мной в бомбоубежище. А примерно через месяц папа работал на заводе, где делали самолеты, и весь завод, станки, людей эвакуировали в Новосибирск. И, ну вот я хотел сказать, такая характерная черта, что когда в бомбоубежище были, моя сестра была на 5 лет старше, и у нее какая-то была психическая аномалия, когда начинались эти бомбежки, и она была в бомбоубежище, она начинала безостановочно смеяться. А людям это не нравилось, потому что это было вразрез с настроениями, и они смотрели на маму так косо, но ничего нельзя было сделать. Ну вот, а завод оснастил 2 эшелона, чтобы отправить станки и оборудование людей в Новосибирск. И все хотели попасть в первый эшелон, потому что спастись от этих бомб. Но первый эшелон, когда переезжал через Днепр, налетели немецкие самолеты и разбомбили и мост, и эшелон, и никого не осталось живых. А второй эшелон, в котором были мы, целый месяц ехал в Новосибирск. И вот первый мой день, первый месяц в жизни я провел в поезде. Тоже не без приключений, потому что, ну, представляете себе, целый месяц ехать в поезде. И
как-то однажды папа на остановке вышел за водой и не вернулся. И мама его не видела 2 дня. Она думала, что он вообще пропал, и что она осталась одна с 2 детьми. Но он вернулся через 2 дня. Оказалось, что его поставили бросать уголь в топку паровоза, и, естественно, он даже никак не мог сообщить. Но как-то это обошлось. И мама еще рассказывала, что на остановках, на станциях были такие большие баки, и на них было написано «кипяток». И вот оттуда брали воду, мешали, которая похолоднее, и меня мыли, держали то за одну ногу вниз головой, то за одну руку. И так я доехал до Новосибирска. А там случилось вот что. Из-за холода, из-за голода, где-то через год, может быть, даже через 2, я точно не могу сказать, это все по рассказам мамы, врачи диагностировали у меня рак. И маме сказали, что вы приготовьтесь к тому, что вам надо будет его похоронять. Лекарств никаких не было. Пытались что-то такое облучать чем-то, но ничего не помогало. И помню, мама рассказывала, что когда была со мной в госпитале, да, наверное, мне уже было года 3 тогда все-таки, потому что она говорила, что госпиталя были забиты ранеными, покалеченными людьми. И эти люди так истосковались по детям, что часто подходили и хотели погладить меня, что-нибудь сказать. Вот. Давали иногда шоколадку даже, мама рассказывала. А особенно им нравилось, что я им пел «Катюшу». Я, конечно, этого не помню, только по словам мамы, но когда я уже вырос, «Катюша» была одной из самых моих любимых песен и до сих пор остается. Да, так вот, мама не знала, что делать. У нее единственное, что тогда была марганцовка. И мама на свой страх и риск целый год, у меня тело было покрыто такими волдырями, что ли, как бы, ну, величиной с абрикос, все тело. И она обмывала марганцовкой с утра до вечера, целый год. И случилось чудо. Я выжил, и вот сейчас разговариваю с вами. Вот. Но совсем недавно я прочел, что какой-то врач действительно использовал марганцовку для лечения незаживающих ран. Так куда я заехал и на чем мы остановились? Что вы сами помните? Какие у вас у самого самые ранние воспоминания? Вы спрашиваете. Да, я от этого оттолкнулся, потому что все годы в Сибири, вероятно, из-за этой болезни, лечения и всего, то у меня какое-то было затуманенное сознание. И у меня от этих 5 лет, проведенных в Сибири, или 4, где-то около 5, то абсолютно обрывочные воспоминания, но забавные. Но вот, скажем, я почему-то запомнил, что родители, соседи говорили, что соседка заболела, попала в госпиталь, и что ее будут резать.
А я себе представлял, что эта женщина, как селедка на тарелке лежит, порезанная. Еще запомнился цвет пальто у мальчика. У него было плюшевое пальто зеленого цвета, и какой-то на просвет этот цвет был необыкновенный, и он у меня до сих пор стоит перед глазами. Может быть, еще и потому, что вот засунул голову между теми прутьями балкона, и из-за ушей эту голову очень трудно было вынуть. Но в конце концов взрослые справились. А так я, в общем-то, больше ничего и не... Да, вот папа, я уже говорил, что он шил все время, всю жизнь. И даже там, когда была какая-то минутка, шил, чтобы что-то заработать. И у меня до сих пор остался в памяти этот запах машинного масла от швейной машинки. А швейная машинка Зингер была. Так что Примерно воспоминания детства очень ограниченные. Я помню свою жизнь, что забавно, с того момента, как мы въехали в Киев на грузовике, крытом брезентом. Это осенью, был пасмурный день. И вот это было мое первое такое реальное впечатление от жизни. И уже потом вся жизнь стала разворачиваться передо мной и запоминать. И я многое помню до сих пор. То, что было вчера, не помню, а то, что было 70 лет назад, хорошо помню. Опишите, пожалуйста, где вы жили в Новосибирске, если вы можете, по рассказам мамы или папы. Где вы там жили? Ну, это были какие-то заводские жилища, но это чисто теоретически, потому что я, кроме вот этого балкона, из которого голову мальчика нельзя было вынуть, ничего о нашем жилище не помню. Ну, конечно, жили довольно скучно, насколько я понимаю, но все вот люди, с которыми папа был в Сибири, коллеги по заводу, они дружили всю жизнь и приходили к нам, и бесконечно были рады друг другу всегда. Как-то их очень сплотила Сибирь. Где вы жили в Киеве? Когда папа был в Сибири, ну, когда еще мы были в Сибири, и я уже говорил, папа шил фуфайки. В Сибири ж холодно, и фуфайки были очень популярны. И папа их носил на базар. А продавать не разрешалось, потому что это было частное предпринимательство. И милиционеры арестовывали иногда и отбирали фуфайки, ну, наверное, для себя. Но все-таки какие-то деньги они смогли собрать на этих фуфайках. Я просто уже, к слову, хочу упомянуть, что один раз на этом базаре папу арестовали, да, и забрали все фуфайки. Но кроме того, один раз они как-то сохранили буханку хлеба и на базаре выменяли эту буханку хлеба на единственную первую игрушку в моей жизни. Они выменяли на целлулоидного пупса. Этот пупс был негр, но все равно он мне очень нравился. Ничего другого. У меня из игрушек был только этот пупс и эти самые катушки от ниток, больше ничего. А когда приехали в Киев, и вы спросили, где жили, то все деньги, которые папа на фуфайках с мамой заработали,
пошли на взятку, чтобы дали нам комнату. Это была коммунальная кухня, 5 соседей, иногда дружных, иногда дрочливых, но, скорее всего, дружных. Как-то это людей объединяло, может быть, горе, может быть, не возникли еще те проблемы коммунальные, которые позже возникли. Вот. Но жилище было очень убогое, потому что, ну, первое время света не было вообще. В доме было 3 этажа, и на каждом этаже по 5 семей, а туалет был один во дворе. Такой деревянный, полуразвалившийся. И топили буржуйками. Ну, такие печки самодельные, которые дровами или углем. Из окна выходила труба, чтобы дым как-то не оставался в комнате. И помню, что была большая проблема, потому что под нами жила старушка, и дым из ее трубы шел к нам в комнату на 2-й этаж. Вот. Но как-то все перетерпелось в конце концов. А через какое-то время обустроилось это жилье. И вот, к слову, хочу сказать, что когда света не было, сейчас многие не знают даже, что это такое, пользовались карбидными лампами. Карбид – это такое вещество, которое пользуется при сварке. И вот в пустые гильзы от снарядов клали этот карбид, а внутрь вставляли трубочку, и этот противный запах карбидный через трубочку выходил, и поджигали, и эта трубочка, и это была, и она горела как свеча, этот газ. И вот при этих карбидных лампах жили какое-то время. И вот я помню, что у нас уже было каких-то 2 комнатки, и мама в дверях между 2 ставила эту карбидную лампу, и ее света хватало, чтобы как-то мы могли существовать в этих комнатках. И вот я помню, однажды вечером мама стала рассказывать про ее сестру Полю, с которой она выросла в детдоме. Но надо вот, кстати, сказать, что в детдоме не разрешалось делать вид, что у тебя есть сестра. В детдоме все должны были быть одинаковые, никаких родственных чувств проявлять было нельзя. И у мамы еще было такое детское переживание в этом смысле, что ей очень нравилось носить банты, а в детдоме не разрешали носить банты. Так вот, вот эта тетя Поля, мама ведь с ней рассталась уже, когда выросли. Тетя Поля оказалась, мама после детдома оказалась в Киеве, а тетя Поля в Ленинградской области. И ее муж погиб на войне, фронтовик. И мама, я вот говорил об этих вечерах при карбидной лампе, и мама как-то показала нам фотографию, вот когда сфотографировалась она, тетя Поля и 3-я сестра с папой, и рассказывала и плакала. Говорила, что если бы тетя Поля была жива, ее сестра, то она
обязательно бы ее нашла, потому что она была, как говорила мама, грамотная. Вот. Но в Ленинграде тогда столько людей погибло, сотни тысяч. И она думала, что наверняка и тетя Поля тоже погибла. И, конечно, мне эта история запомнилась, этот вечер при свете этой карбидной лампы. И вот представьте себе, прошло 20 лет. И однажды звонок в дверь. И мама открывает дверь, а на пороге стоит незнакомая женщина, пожилая. И мама говорит: вы, наверное, Я в этом месте всегда плачу. Она говорит: женщина, вы, наверное, ошиблись адресом. А та говорит: Люба, я же твоя сестра. И вот они обнялись и проговорили целую ночь. Рассказывали, как они жили за эти 20 лет. Ну вот я, по-моему, таким образом ответил на ваш вопрос, где мы жили в Киеве. Но попутно уже раз коснулись этого, хочу сказать, что кухни были коммунальные, соседи. И гулял во дворе лапта, сыщики-разбойники. И там была соседская девочка. И как-то ни с того, ни с сего, ни с чем никак это не было связано. Она вдруг стала кричать мне: ты жид пархатый, ты жид пархатый. А я впервые слышал такое. И я потом спросил папу и маму, что это такое, что же мне так. Но они как могли мне объяснили. И вот прошло много-много лет, и моя дочка пришла ко мне с тем же самым вопросом. И вот когда мы с Ниной решали, ехать или не ехать в Америку, то на чаше весов был и этот Ленин вопрос. Но это так просто, к слову, пришлось об той жизни первые годы после войны. Так что у нас еще? Много еще. Вы помните какие-нибудь фильмы или спектакли, которые вы видели, когда были маленький? Да, помню. В пионерлагере приехал театр детский и показывали спектакль, который назывался «Снежок». Это спектакль был, один из главных героев был негр, и почему-то его звали Снежок. А потом по ходу действия он погибал. А уже когда все закончилось, и артисты выходили кланяться, я никак не мог понять, он же вроде бы погиб, а что же он выходит кланяться? Ну, это, наверное... Да, ну что еще? Это кино. Тарзан. Это Чита. Кино стоило копейки. Крутили в каких-то полуприспособленных помещениях
с перерывами на то, чтобы поменять этот рулон пленки. Ну, а уже когда я был в 5 классе или в 6, появилось телевидение. Но телевидение было только у немногих людей. И поэтому я по вечерам, даже зимой, до сих пор помню звук снега хрустящего, ходил за полчаса к однокласснику, у которых был телевизор. Ну вот экран был вот такого размера примерно. Но там были и балерины, и дельфины, и артисты, и целый мир. И это было безумно интересно, и поэтому я чуть ли не каждый день вечером поздно, в мороз или летом шел к ним и смотрел. А потом уже где-то через, может быть, 3-4-5 лет у нас появился свой телевизор, тоже с таким маленьким экраном. Он, конечно, был черно-белый, но люди ставили перед ним такую пластмассовую линзу, чтобы экран казался больше. А на эту линзу приклеивали 3 фильтра. Полоску зеленого, полоску синего и полоску красного. И получалось, люди думали, что они смотрят цветное кино. А ваша семья, как вы сами оцениваете, и во время войны, и после, жила в относительном достатке? Хуже, лучше, чем другие? Так же, как все? Ну, как вам сказать, семья, 3 детей, иногда еще бабушка. Мама не работала, папа работал всю жизнь 2 смены, с утра до вечера. Но этих денег, ну, едва хватало, чтобы свести концы с концами. Помогало шитье, конечно. Но первые годы ведь были очень голодные 46-й, 47-й год. И мама помажет хлеб постным маслом. И вот этим мы довольствовались. Но я бы не сказал, что в детстве я как-то переживал от того, что нечего кушать или еда невкусная. Как-то все воспринималось в детстве, как мы не видели никакой другой жизни, поэтому нам казалось, что это нормальная жизнь, что так и должно быть. Я когда сейчас покупаю виноград и кушаю, не могу не вспоминать, как мама покупала гроздь винограда и делила по 5, по 7 виноградин на каждого из детей. Ну и так жили все, в общем-то, или почти все. Но при мне появился вдруг не черный, а белый хлеб. А потом батоны появились. И мама этот батон резала на 5 частей, и на каждого это было, ну, такой десерт, батон. Но попутно еще, не знаю, будет ли это вам интересно, но у нас примыкал к нашему двору магазин, и он был отгорожен от двора забором. Но забор был такой, что можно было руку просунуть. И вот однажды мы с приятелем увидели под этим забором ящики, которых раньше не было. Ну, конечно, мы добрались до этих ящиков, расковыряли, и там оказались эти самые консервы иностранные какие-то. Видно, в магазин завезли, и, наверное, была ревизия, и они сложили
под забором. И, в общем, мы стали таскать эти банки, и там неподалеку был мост через ручей, и под этим мостом их открывали, и это было неописуемое блаженство, потому что это был компот из ананасов. Потом в один из дней мы пошли опять руки просовывать, а уже ящики исчезли. Наверное, эта ревизия закончилась. А потом прошло много-много лет, и этот мой приятель, с которым мы этими ананасами наслаждались, он выучился на радиосборку кабины самолета. И его часто посылали за границу наши самолеты собирать, на Кубе в том числе. И вот однажды я стою, а мы жили в одном доме, все еще. И я как-то стою, он идет, поднимается с чемоданом. И я говорю: о, привет, Саша. Он говорит: я как раз только что с Кубы прилетел. Ну, мы так давно не виделись, что договорились встретиться. И когда пришли, он говорит: у меня, я всегда из-за границу привожу эти консервы с ананасами. И мы сейчас на абсолютно законных основаниях и ими это самое побалуемся. Я, может быть, лишнее говорю, но вы потом повырезаете. Нет, нет, прекрасно. Кто у вас были друзья? Вот вы говорите Саша. Кто он был? Расскажите. Кто были ваши друзья, когда вы были маленькие? Ну, это друзья по двору. Надо сказать, Саша был мой самый близкий друг. И вот тут надо рассказать, потому что в доме, в котором мы жили, он стоял так на косогоре, поэтому в одном конце окно было на уровне земли. И это окно было занавешено каким-то рваным одеялом. И однажды мы нашли под окном пустую банку консервов, где было по-иностранному что-то написано. И мы стали подозревать, что там живут шпионы, потому что в то время все охотились за шпионами, особенно если кто в черных очках ходил. А там жила женщина, у нее было 2 детей, и они рано поутру обычно куда-то уходили. И мы с Сашей решили выследить и сообщить, куда следует. Мы даже думали, что нам могут дать медали. Но мы решили, что на слово никто нам не поверит, надо фотографировать. И мы попросили, родители долго собирали деньги, очень долго. Был такой фотоаппарат «Любитель», квадратный такой. И он стоил 130 рублей. Это громадные деньги были. Но они насобирали. И мы прочитали, как пользоваться, очень это было несложно. Выдержка, диафрагма, как пленку ставить. И вот однажды утром мы спрятались в кустах и ждали, когда они выйдут. Начали фотографировать и провожали их всю дорогу, сколько они шли. Пару раз они останавливались и беседовали с какими-то подозрительными личностями,
мы все фотографировали. Потом, когда мы, наконец, они прошли, то нас ждало горькое разочарование, потому что они сели просить милостыню. Оказалось, что не шпионы, а нищие. Вот. Ну, а фотоаппараты уже были приобретены, и я пошел в фотокружок. Вот у меня в книжке, в комнате до сих пор фотография моя учительница по фотографии Наталья Дмитриевна. И мне было 13 лет. И я пришел, и мы стали друзьями, и жили, продружили в дружбе больше, чем полвека, пока она не умерла. И вот с этого, собственно, начался мой путь в кинематограф. Длинный и непростой. А Саша не знал, что с этим фотоаппаратом делать. Он выломал объектив, научился выжигать на фанере с помощью этой объектива и выжигал разные рисунки. Но вообще надо сказать, что мы в детстве буквально все перепробовали, ничего же купить не было нельзя. Все делали. Мы делали планеры, мы делали эти самые диафильмы показывать, это видеоскопы, что ли, они назывались, из посылочных ящиков и объективов вот этих фотоаппаратов делали эти диафильмы показывать, проекторы. О том, что мы еще делали. Да, мы делали детекторные приемники. Что такое детекторный приемник? Это кристалл свинца и подвешена проволочка. И вот этой проволочкой, если тыкать в разные места свинца, то это была как бы настройка сейчас. И вдруг такая точка попадала, что оно начинало говорить. Но мой детекторный приемник был абсолютно глухонемой. А Сашин как-то раз сказал 2 или 3 слова. И это оказалась его судьба, потому что он потом закончил техникум, выучился на радиотехника, и я уже говорил, собирал даже в самолетах радиокабины и ездил по заграницам. Но меня так заносит, знаете, иногда, может быть, что-то говорю, которое напрямую к вашему вопросу и не касается. А что вы меня спросили? Вы про друзей спросили. Вот я вам про Сашу рассказываю. Прекрасно. Но надо сказать, что Саша, папа работал на заводе инженером. И он как-то поехал в Москву в командировку. И с Москвы привез Саше, чтобы сделать планер. Все заготовки, нервюры, палочки там для крыльев, для всего. И Саша сделал планер. А мне было ужасно завидно, и я решил сделать свой планер. Я сам выстругал эти все палочки из проволоки, сделал нервюры, папиросная бумага. Но мой планер, конечно, отличался от Сашиного не в лучшую сторону, потому что Сашин какое-то время летел, когда он пустит, особенно если с крыши. А мой 2-3 метра и нырял. Но
когда я поехал в пионерлагерь летом, я все-таки этот планер взял. И как-то были соревнования вот этих самодельных планеров, кто в лагере сделал. И я выставил свой планер на соревнования. А день был ужасно ветреный. И почти у всех эти планеры ветром занесла, побила. А мой планер поднялся и довольно далеко улетел. И я получил первое место. Вот такие были наши детские забавы. Одно время рядом с нашим двором открылось государственное учреждение. Называлось «Сбор вторичного сырья». И там принимали бумагу, железки разные. А недалеко от нас было ремесленное училище, и там делали ремонт. И аутокарного станка есть такая деталь, называется шпиндель. Туда вставляется цилиндр металлический, шпиндель крутится, и резцом производят работу. Так вот, из-за ремонта эти шпиндели вынесли во двор. И мы как-то, а оно было на горке, и они тяжелые. И мы эти шпиндели по горке скатили вниз к вот этому вторсырью. И этот хозяин с большим трудом их взвешивал. И нам хватило денег каждому на 100 грамм подушечек. Подушечки это были такие, как подушки, только маленькие конфеты. Это такое было доступная для нас сладость, потому что те, в которые заворачивали, эти шоколадные конфеты, в которые заворачивались в бумажки, нам еще долго были недоступны. Прекрасно. Валерий, а на каком языке вы говорили дома? Ну, дело в том, что из-за того, что папа и мама выросли в детдоме, то у них никакой связи с еврейской культурой не образовалось. Ни языка, ни литературы, ни истории. Это Советский Союз, папа был коммунистом, рабочим. И остались вне еврейской культуры. Единственное, естественно, это перешло и к нам, детям. Я, может быть, знал 2-3 слова, потому что, когда бабушка приезжала и жила с нами, то иногда, если что-то было не по ней, то она ходила и кричала «Весь мир! Весь мир!». Вот это и все, пожалуй, что я запомнил. Вот. А говорили, конечно, на русском. А ваша семья идентифицировалась все равно как евреи? Но знаете, есть такая антисемитская присказка, что бьют не по паспорту, а по морде. Но у нас и то, и другое было налицо. У родителей и у нас, конечно же. Так что же я хотел сказать? Ну, естественно, у папы на работе же надо было заполнять 5-ю графу. Может быть, сейчас уже не все знают, что это такое, но во всех документах в Советском Союзе была так называемая, ну, там, 1-я графа, когда родился, там, да, потом была знаменитая 5-я графа, она
называлась национальность. И надо было написать, что ты еврей. И этого еврея надо было писать, начиная с яслей и кончая кладбищем. Вот. И поэтому, естественно, но вообще быть евреем в то время, я это на себе ощущал очень четко. Это быть мишенью. Ты постоянно мишень для оскорблений, для унижений. И для того, чтобы не дать тебе дорогу. И это продолжалось очень долго. Это продолжалось до отъезда в Америку. Только в Америке я вдруг себя почувствовал не мишенью и не белой вороной, а таких, как все. И вот я уже прожил 30 лет, и никто никогда не позволил себе в мой адрес, как еврея, сказать что-нибудь недоброжелательное. Но это не будет до конца верно, то, что я сказал, потому что все-таки какой-то такой бытовой антисемитизм в американских кругах, особенно узколобых и не очень образованных, развит. Я, когда работал киномехаником в кинотеатре, я иногда возил детей показывать бесплатное кино. И вот они сидят вместе с моей Леной на заднем сиденье, разговаривают обо всем на свете. И в том числе, как слышу, какая-то девочка говорит, что «А мама сказала, что все евреи – это самые грязные, самые жадные люди». И из таких разговоров сзади я еще запомнил, что когда шли выборы между Клинтоном и каким-то миллионером, не помню сейчас точно, как его была фамилия, Перо, что ли. И этот миллионер сам себя сделал. Начинал с самого-самого низа, работал с утра до вечера, обменял работу, рос, и в конце концов стал миллионером. Так вот, эти девочки между собой сзади сидят и говорят, ни в коем случае нельзя за этого миллионера голосовать. Потому что если он будет президентом, он сделает так, чтобы у нас не было каникулов, и чтобы мы учились с утра до вечера. Но он таки не стал президентом, а стал Клинтон. Да, а чего я вам стал об этом говорить? Что в Америке я не ощущал себя мишенью никогда, все-таки. Разве что вот такие какие-то полуанекдотические случаи. А в России, ну и, наверное, я вот как-то вам сказал про этого Пархатова жида, но это надо, конечно, упомянуть, что у меня был, по-моему, в 5 классе, когда разразилось дело еврейских врачей, убийств в белых халатах. И я помню, как на нашей кухня была коммунальная, все обсуждалось, и маме было очень неловко, когда соседки говорили, я теперь боюсь ходить к врачу, потому что может попасться какой-нибудь еврей. И это длилось какое-то время. Рассказывали, что ходили по улицам
люди и кричали: «Бей жидов, спасай Россию». А вот недавно, в связи с последними событиями, то рассказывает такой полуанекдот, что один человек говорит, вот этот, говорит, лозунг «Бей жидов, спасай Россию», он удачный, но только в первой половине «Бей жидов». А «Спасай Россию» это неубедительно, это над этим надо работать. Вот. И запомнился еще такой случай, что я ехал с Ниной в троллейбусе. Нина сидела, я стоял возле нее. И протискивается мужик, плохо стоящий на ногах, вдребезги пьяный, и говорит мне: «Что ты сидишь? Ты что, почему ты мне место не уступаешь?» А я ему говорю: «Тебе место на полу». Боже, он как взъярился и стал кричать дословно: «Аидыше, Аидыше!» Но мы встали и стали пробираться к выходу, и вот сколько мы шли, и пока мы не вышли, он нас преследовал и кричал: «Аидыше, Аидыше!» И надо сказать, что никто из пассажиров никак на это не отреагировал. Так что это было постоянно. Вот покупаешь, допустим, помидоры в магазине и говоришь: «Что-то они такие у вас какие-то мягкие». «Но вам не нравится, езжайте в свою Палестину», говорили. И, конечно, быть мишенью – это очень противное состояние. Но ко всему к этому еще же был и государственный антисемитизм. Вот просто, чтобы был пример довольно яркий, как это все было, я хочу вам один кусочек. Валерий, расскажите для наших Одну зрителей, секунду. что вы держите в руках. Угу. Сейчас, секунду. Я уже работал на киностудии. Я был кинооператором. Ну, всегда было такое расхожее мнение, что эти евреи, они везде пролезут, и кино, казалось бы, какая-то элитная такая должность, так там всегда, мол, полно евреев. И у нас в студии зав. Отдела кадров была такая грузная килограмм на 200 женщина, ее звали Офелия Арутюновна. И вот однажды все увидели на ее дверях объявление. Дословно читаю: «Всем творческим работникам надлежит в кратчайший срок предоставить в отдел кадров следующую информацию: национальность, имя, фамилия, отчество работника. Национальность, имя, фамилия, отчество супруги. Национальность, имя, фамилия, отчество обоих
родителей. Для чего она это придумала? Что у многих были фамилии, ну, скажем, там, Иванов Петр Сидорович. А на самом деле они, когда была какая-то возможность, меняли свою еврейскую фамилию на вот такую благозвучную. И таких людей было довольно много. И она хотела всех их вывести на чистую воду, чтобы узнать, какая у них была фамилия и имя до того. Ну, естественно, я заполнил эту форму, приношу, а там, где надо было указать свое, ну вот скажем, если был какой-нибудь Иванов Петр Сидорович, он, когда ему удавалось, и национальность мог поменять, и писал, что он русский. Ну, а если ему приходилось писать и фамилию, имя, отчество родителей или жены, вдруг выяснялось, что там какие-нибудь Рабинович и Шапира затесались. Ну вот, а в своей бумаге я не написал ни национальность ни папы, ни мамы, а просто написал свою еврей. И она, когда взяла, и так сердито мне говорит, один национальность, родители, а потом видит, что я про себя написал еврей. А, говорит, вам не надо. Вот такая была реальность. А вам мама или папа говорили, как складывались отношения между евреями в Киеве до войны? До теперешней войны. Нет, до Второй мировой войны, до Отечественной. Но меня ж тогда не было. Ну, может быть, мама, папа рассказывали, не говорили они? Или как складывались отношения между вот вашими родителями и людьми других национальностей до войны? Нет, все, что я помню, вот когда в Сибири жили и дружили, все коллеги по заводу, я только видел дружелюбное отношение. Если какие-нибудь отморозки когда-то где-то и могли что-то сказать в очереди за помидорами, то это были редкие случаи. И о нем, А с и кем о таких нам никогда не рассказывали, поэтому я ничего не знаю. А с кем общались ваши родители до войны, кроме коллег? Коллеги, а еще с кем-то они общались? Но дело в том, нет, до войны я ничего знаю. Ни папа, ни мама ничего не рассказывали, ни фотографий, ничего у меня нету. А вот когда приехали из Сибири в Киев, то на первое время, может быть, недели на 3 или месяц, или даже 2, остановились у подруги моих родителей. Ее звали тетя Фаня. Так вот, у тети Фани муж погиб на фронте. У нее было 2 детей, Сема и Люба. И у нее была маленькая
две комнатки, и в одной комнатке они жили сами, а в другой комнатке какое-то время, может быть, 2-3 месяца, жили мы. Лида вообще жила где-то у других на это время. И что мне запомнилось с этого времени, что тетя Фаня, как жена погибшего фронтовика, получала американскую тушенку. И ничего вкуснее я в своей жизни, ну, кроме вот этого ананасов, не ел. Очень было вкусно на наши голодные души эта тушенка. И запомнилось еще, что рассказывали, что Лида со школой ходила на открытие памятника Ленина. Это того самого памятника, которого в дни Майдана люди сбросили. И до сих пор постамент ждет нового. Так вот, когда она рассказывала, что открывали памятник, я не представлял себе, что его открывали, ну, как ящик открывают. И я не мог понять, зачем открывать этот ящик с этим Лениным. Вот. Ну и тут еще надо вам сказать, что когда мы летели из Рима в Нью-Йорк, из аэропорта Леонардо да Винчи, случайно, через много лет, я встретил в аэропорту тетю Фаню. Она тоже улетала со своим сыном в Америку, и уже торопились они на посадку, поэтому мы только смогли попрощаться. Но меня в очередной раз удивило, как вот жизнь складывается, что иногда людям дают возможность увидеться, встретиться, казалось бы, в самых невероятных условиях. Но вот Рим, аэропорт Леонардо да Винчи, тетя Фаня, где мы спали после войны, и вот мы встречаемся перед тем, как расстаться навсегда. Так что вот тетя Фаня была очень близкая подруга моих родителей, но это после войны. И были еще тетя Люба и дядя Яша тоже. Дядя Яша был инженер, и поэтому иногда мама и папа просили его мне рассказать, как надо жить и как надо учиться. Вот, он пытался это до меня донести. Вот это я помню, тетю Любу с дядей Яшей и тетю Фаню. Ну, то есть близкие друзья ваших родителей были в основном евреи, вне коллег. Я правильно понимаю? Близкие друзья ваших родителей, Фаня, Яша, были евреи? Да, да, да. Понятно. А как в вашей семье относились к советской власти? Папа был коммунист. И, ну и даже по убеждениям. Вот, он был очень хороший работник. И однажды, 2 раза его награждали, серьезно так. Один раз наградили тем, что сфотографировали на фоне знамени. А второй раз наградили фотоаппаратом, который назывался «Фотокор». Это был первый фотоаппарат, который попал мне в руки еще в таком раннем детстве. Мне его давали поиграть, когда я был болен. Там
объектив выезжал на таком, даже не знаю, как назвать. Вот, ну, это был мой. В общем, с папой считались, и он был в большом почете. Надо сказать, что папа выучился за 40 лет от простого слесаря, там гайки закручивать. Он уже в последние годы отвечал за сборку кабины самолета. Это самый ответственный момент. И еще и потому, что когда кабина пилота собрана, считается, что работа закончена, и самолет можно вывозить на аэродром. И это было в те годы очень важно, потому что это было связано с выполнением годового плана, пятилетнего плана. И судьба нескольких тысяч работников в эти последние дни года была в папиных руках, успеет или не успеет выкатить самолет на летное поле. И поэтому папу лично знали директора заводов. И в последние эти дни держали с ним связь, как и что, потому что они торопились ну, люди хотели, естественно, получать премии, и начальство торопилось получать награды, а правительство хотело получать удовольствие от того, что все идет как положено. И одно время директором завода был Шелест, который потом стал первым секретарем ЦК Компартии Украины. Больше власти не существовало в Украине. ЦК. И вот Шелесту как-то понадобилось, уже будучи президентом, главой правительства, приехать на этот свой старый завод. И он походил по цехам, и когда зашел в сборочный, он увидел отца, подозвал его и поговорил с отцом. А это была такая новость сногсшибательная, что молва об этом быстро дошла до нашего двора, в котором в основном жили работники авиазавода, что Шелест пожал руку Грозаку и с ним разговаривал. И вот когда папа пришел домой, так мама его спрашивает: а как он к тебе обратился? Грозак или Миша? Ну, а папа говорит: ну что ты такое говоришь? Какой Миша? Грозак, конечно. А мама говорит: Грозак или Миша, денег от этого не прибавилось. Это такой штрих. А какой был вопрос, напомню? Как относились к советской власти родители? Естественно, уважали и боялись. Вот два глагола. Это ведь было до перестройки, до Хрущева. Никто ничего не знал. И было принято благодарить Бога и правительство за то, что есть жизнь, есть крыша над головой, и есть что кушать. Вот и все. А что одевать, так папа шил сам. Я не помню, чтобы потом и в последние годы разразилось очень критическое отношение в быту о правительстве советском и постсоветском. А в те годы оно было все-таки уважительным. Во всяком случае,
у моих родителей. Были ли среди членов вашей семьи члены партии? Но папа был коммунист, член партии. Да. А я уже не мог стать коммунистом, хотя хотел. Почему я хотел? Потому что если ты не коммунист, тебе и повышение по службе не очень светило, и за границу не выпускали. Но для интеллигентов была очередь на то, чтобы стать коммунистом. И это была очень длинная очередь, и не так просто было ее выстоять. Если ты рабочий, там, слесарь, уборщица, никакой очереди, наоборот, даже вне очереди коммунисты к себе звали. А вот если ты интеллигент или творческий человек, старались держать их, таких как я, подальше. Поэтому я уже коммунистом не был. А про брата и сестру я даже толком не знаю. Если были ли среди членов вашей семьи репрессированные? Повтори. Были ли среди членов вашей семьи репрессированные? У вас в семье кого-нибудь репрессировали? Нет, нет. Но тут я должен вам кое-что рассказать. Ну, мама домохозяйка, за что ее репрессировать? Папа с утра до вечера самолеты собирал, за что его репрессировать? Нет, этого не было. Но когда развалилась стена между Восточным и Западным Берлином, то открыли филиал советского КГБ, аналогичную организацию, она называлась Штази. И вот выяснилось, что в Восточной Германии каждый третий человек был сексот, то есть секретный сотрудник Штази. И я нисколько не сомневаюсь, что среднее число этих сексотов было и в Советском Союзе. Но мне, не знаю, повезло сказочно, потому что у меня всегда было очень много друзей. У нас в доме двери не закрывались. Постоянно были разговоры, застолья, новости, споры. Иногда на дни рождения собиралось по 30-40 человек. Ну, естественно, в те годы и анекдоты рассказывали, и еще что-нибудь про правительство. И, как я теперь понимаю, среди моих друзей присутствовало немало этих самых ставленников КГБ. И было за что предать, потому что действительно за анекдот можно было получить лет 5. Но меня никто не предал, слава Богу. И никто из моих друзей не предал, оказались верными, и мне в этом смысле очень повезло. Вам рассказывала мама и папа, как они узнали, что началась война? Вот как ваши родители это описывали? Ну, вы, наверное, знаете, что буквально
22 июня немцы напали на Советский Союз, а буквально через день уже была песня 22 июня ровно в 4 часа нам рассказали и объявили, что началась война. Все услышали по радио, но Сталин решился выступить только, по-моему, через неделю. Он очень боялся, он вообще думал, что его придут и зарежут его соратники. И они, когда к нему зашли, то он сначала чуть ли не дрожал от страха, а потом очень быстро вернулся в свое величие. Ну и надо же сказать, это все знают, что в конце концов, когда он выступил, то он обратился со словами «Дорогие братья и сестры». Но это не потому, что он получил духовное образование, а потому что он понял, что чтобы люди поверили, надо к ним обратиться именно таким образом, а не другим. Хотя это религиозное обращение. Ну а что вот ваши родители, как они узнали по радио? Мама вам рассказывала? Или папа? Что они делали, вот когда непосредственно началась война? Вот, до эвакуации, эти несколько дней? Мама рожала меня в роддоме, а папа переживал, я так думаю. Так. У вас кто-то из членов семьи был призван на войну? Что? Кто-то из членов семьи был призван на войну? Ну, некого было призывать, потому что дети были маленькие, а папа работал на государственном оборонном заводе. Там никого не надо было же кому-то работать, поэтому папу не призывали. Вот. Но историй у меня очень много. И я написал книгу. Вот одна книга про свою жизнь. Я не знаю, это видно или когда-нибудь будет видно. Вот. Это о моих учителях Наталье Дмитриевне и дяде Грише. И в основном большая часть этой книги о том, как дядя Гриша воевал. И в Москве есть очень популярный журнал «Дружба народов», где печатаются очень достойные писатели. И я послал туда эту книгу, и к моей большой удивлению и гордости они напечатали эту историю про то, как воевал этот солдат. Это правда, окопная правда, потому что солдаты или погибли, или не могли литературно оформить свои воспоминания. А дядя Гриша был очень редкий в этом смысле человек, образованный, высокообразованный, очень талантливый поэт. И я целый месяц, каждый день приходил к дяде Грише, когда ему уже было за 90, и я написал около 30 часов его воспоминаний о войне. И потом потратил года 2, чтобы звук перевести
в слово, а слово перевести в литературу, а потом, чтобы издать. И, ну, наконец, все-таки я это сделал. И даже вот, как видите, московский журнал «Дружба народов» удостоил внимания. Ну, а так, среди родственников и знакомых, конечно, было очень много людей, которые были ранены или погибли. Но я вам говорил, что муж тети Поли погиб на фронте, муж тети Фани погиб на фронте. Это постоянно было на устах. И должен вам сказать, все-таки просто к слову пришлось, что о моем отношении с армией я ужасно боялся, что придется служить в армии, потому что на слуху были эти деда, как они назывались, в общем, законы этих самых более опытных солдат по сравнению к новым. Это они назывались или дедовщина она называлась, дедовщина, где могли бить и убить и не быть даже наказанными. И я боялся, потому что ну, в армии надо дисциплина, я его ненавидел. В армии надо было не возражать, а я не мог не дискутировать. И меня бы там ничего хорошего не ждало. И вот, наконец, в 1967 году меня призывают в армию. Ну а что делать? Я в этом году женился 2 месяца назад, а через месяц надо уходить в армию. Ну, что будет, то будет. И вдруг выходит приказ, что в армию призываются люди, родившиеся в 1941 году, как я, но только после 1 июля. И вот я выскочил в Божий свет на 3-4 дня раньше и без конца своей маме за это благодарен. Excuse me, Lena. We have 10 minutes left of recording time, so in 10 minutes we have to switch an SD card. Is that okay? Yeah. Okay, thank you. 10 минут еще, Валерий. Может, вам... они потом должны будут карту поменять. Как вы... Скажите, пожалуйста, как получилось так, что вы смогли эвакуироваться? Как эвакуировались ваши родители? Какие приходили приказы? В каком порядке? Повторите, я не разобрал. Расскажите, пожалуйста, как эвакуировались ваши родители? Какого числа они попали в эвакуацию? Каким образом? Ну, я говорил, что сразу после войны, это готовилось и заранее, завод, как и все остальные заводы оборонного характера, надо было эвакуировать в Сибирь. Поэтому я не могу называть точной даты, но то, что они были, наша семья была эвакуирована вместе с заводом, я думаю, что не позже, чем в течение 2, максимум 3 недель после начала войны. Говорили ли вам родители, как складывались отношения между евреями в Сибири и местными евреями в Сибири
моей памяти нет никаких примеров какой-либо враждебности, неприязни, недружелюбия. На моей памяти только дружелюбие и то, что люди держались друг за друга. Никакой вражды со стороны местных и эвакуированных, ну, на моей памяти нету. А были ли евреи в Сибири, куда эвакуировали ваших родителей? Я не знаю, я их не встречал. Я думаю, что были, но ведь если в свидетельстве о рождении не было графа «евреи», то они там не были как евреи. Это были обычные граждане Советского Союза, и тогда самого упора на национальность не было, это никак не афишировалось, поэтому и не могло возникнуть каких-то трений, потому что это были обычные люди для сибирян. Ведь в Сибири никакой истории не было вражды до революции между евреями и местными по сравнению с тем, как было на Украине, допустим. На Украине были традиции антисемитизма именно на Украине и в России, а оседлости, и что можно делать, что нельзя. А в Сибири ничего этого не было, поэтому... Но на моей памяти я ничем не могу поделиться. Расскажите, пожалуйста, про ваше свидетельство о рождении. Как вам его выдали в Сибири? Что мое свидетельство? О рождении, да. Вам же выдали особенное свидетельство о рождении ваше. Но я вот начал было рассказывать и даже показывал, но я не все рассказал. Дело в том, что как я уже говорил, здесь нет графы «национальность». Вот этой пресловутой пятой графы в Новосибирске не было. Но когда мы уезжали в Америку, то надо было взять с собой свидетельство о рождении, а оригиналы брать запрещали. Надо было сделать копии. И для жены, для копии было легко это сделать, потому что они родились в Киеве. А мое свидетельство о рождении, хотя я родился в Киеве, но из-за эвакуации, из-за войны его выдали в Новосибирске, мое свидетельство о рождении. И вот здесь написано, что я родился 27 июня, а получил эту бумагу 27 июля. Месяц мы ехали до Сибири. Ну а вывозить оригинал было запрещено. И я зашил вот этот самый свидетельство о рождении за подкладку пиджака. И вот так, зашитый за подкладку пиджака, это свидетельство мое переехало в Америку. А когда приехали в Австрию, то в Австрии надо было удостоверить свою национальность. И у многих людей были на грани трагедии случаи, потому что это
подтвердив свою национальность, можно было рассчитывать на финансовую помощь, и на еду и на все такое прочее. И вот многим людям отказывали в том, что они евреи, на том основании, что у них в документах не было указано, что мать еврейка, а отец еврей. А евреи считают, что настоящая национальность – это тогда, когда рождены от еврейки матери. И многие выходили ужасно расстроенными, потому что им отказывали в любой поддержке. Им говорили: обращайтесь в славянский фонд. А когда они обращались в славянский фонд, они говорили, что у вас отец еврей, по нашим понятиям, национальность по отцу, и поэтому мы вам ничем помочь не можем. Я даже не задумывался над этим, но когда я услышал от людей, что они оказались в таком положении, я решил проверить, а кто же я на самом деле. Я никогда не читал подробно. И вдруг я к своему ужасу читаю, что у меня вообще нет национальности. В моем этом свидетельстве о рождении в Сибири не было такой графы. И я ужасно боялся, что меня не признают за еврея. Но спасло то, что имена, записанные моих родителей, звучали очень убедительно. Грозак Михель Янгелевич и мама Любовь Бецалель Фатилевна. Вот это еврейское звучание родителей меня спасло, и нас признали и стали оказывать помощь. Отлично. David, should we change the card now? Yes, I was just going to say yes. Thank you. Very good. Okay, cutting for Yeah. card change. Say something really quick. Hello. That's good. Yes. Oh, I think we're good. Okay, we're recording. How much did you understand from my story? Russian 0%. I heard photografia. So we're rolling right now. We're good to go. Угу. Отлично. Опишите, пожалуйста, эвакуацию из Киева. Знаете ли вы, каким маршрутом вы ехали? Где вы останавливались? И какой национальности были эвакуированные? Ну, надо учесть, что мне было несколько дней или 2-3 недели, и особенно много я не мог узнать или понять. И родители впоследствии тоже были заняты просто выживанием и, наверное, были даже не в курсе всех этих остановок, полустанок. Но вы можете себе представить, что это не было путешествие из Петербурга в Москву. Это была дорога в 1 месяц по заснеженной стране, в условиях войны, оборонных эшелонов, которые надо было пропускать. И в то же время надо было торопиться, начать производить оружие. Вот. Поэтому не могу называть имена и национальность и прочие анкетные данные пассажиров. Это был завод, типичный завод, только в дороге. Проговорила ли вам мама, какие были условия в поезде? Где они спали, что они ели?
Но опять-таки, в силу своего малолетства я мало что могу рассказать. Мне запомнились, это были такие вагоны общие, не купированные. И люди общались друг с другом, мы же за целый месяц перезнакомились, переходили из одного места в другое. Дети ходили, их принимали то в одном конце вагона, то в другом. Ели, что Бог послал. Воду пили из этих баков с надписью «Кипяток». Так. Вы говорили, что когда эвакуация началась, эшелон перед вами разбомбили. Во время пути из Киева в Новосибирск бомбили ли немцы поезд или переправу? Ну, я вот сказал, что в завод собрал два поезда, два эшелона. И в первый эшелон место отцу не досталось, потому что простой рабочий, или по каким-то другим причинам. Но все, конечно, хотели попасть в первый эшелон. Мы поехали вторым, и это спасло нам жизнь, потому что первый эшелон немцы разбомбили, когда он переезжал через Днепр, и никого не осталось живых. А по пути потом ваш эшелон бомбили? Рядом пытались? Ну, судя по тому, что я с вами разговариваю, вряд ли, чтобы его бомбили, или, по крайней мере, мне никто об этом не... Я думаю, что нет, потому что откуда они знали, что это за эшелон и кто в нем едет, тем более, что он больше стоял, чем ехал, и был замаскирован, конечно, я уверен в этом. А может, просто повезло, а может, просто повезло. Когда вы доехали до Новосибирска, вы можете назвать дату? Дату вряд ли, но я думаю, что война началась 22 июня, поезд вышел не позже, чем в середине июля, и по рассказам, что он шел в месяц, можно себе представить, что он прибыл в Новосибирск в середине августа, ну, может, к концу. Ну и надо было торопиться, потому что война, нужны были самолеты. А вы можете описать регион и город, в который вы эвакуировались? Я говорил, что у меня сознание было помутненное, и вот только балкон запомнил. Ничего не А запомнил. какие были у ваших родителей впечатления от этого места? Они что-то вам рассказывали? Ничего, кроме того, что я уже вам рассказал. Так. В эвакуации местные жители знали, что вы евреи? Трудно сказать, потому что мне говорили мои знакомые, что в Новосибирске вообще, когда кто-то произносил слово «жид», то думали, что речь идет о воробьях. Может быть, слово было, но оно никак не было связано с людьми. Мне говорили, что в Новосибирске
И вообще не знали, что такое евреи. Но они могли даже и не знать, кто такие чукчи. Или поморские крестьяне. А родители тогда себя идентифицировали как евреи, когда жили в Новосибирске. Они чувствовали себя, свою национальность. Она на них как-то влияла? Я не думаю, потому что у меня нет никаких свидетельств, но просто надо же понимать, что идет война, и у людей в голове война. И война всех равняла. Как удалось вашей сестре, вашей матери, вашей тете связаться с вашей мамой после войны, через 20 лет? Вы расскажите поподробнее, как это произошло, Да, как вот она нашла. это надо рассказать. Но я уже говорил, что сестра приехала неожиданно, что мама ее не узнала. Но тетя Поля жила в Ленинградской области, Неболчи. И, как я уже говорил, муж погиб на фронте. У нее оставался сын, и остался сын от их брака. И тетя Поля закончила учительский институт и работала учительницей, а впоследствии директором школы в Неболчи. А Неболчи городок небольшой. И поскольку тетя Поля там проработала практически до смерти, лет 50, может быть, не меньше, или около того, то вообще весь город это были ее ученики. Тетя Поля очень следила за своим здоровьем. Она жила в небольшом своем собственном домике на берегу озера. И она купалась каждый день, и зимой тоже в проруби купалась. И, в общем-то, неплохо выглядела и неплохо себя чувствовала, насколько я ее помню. И когда уже они с мамой наконец встретились, то тетя Поля еще один или два раза с сыном приезжала к нам. А как ей удалось найти? Она пошла в этот самое, какое-то там адресное бюро, и она ведь не знала, что мама вышла замуж, она не знала, что у мамы новая фамилия. Мамина фамилия была Бихман. И, кстати, вот в этом свидетельстве о рождении, по-моему, тоже указана фамилия Бихман. Да, отец Грозак, а мама Бихман. Так вот, она, там пошли ей навстречу, долго рылись в этом адресном бюро. Ну и, наконец, по ее девичьей фамилии что-то такое отыскали и дали ей возможность найти и встретиться с мамой. Ну и уже потом все эти годы тетя Поля присылала нам посылки с клюквой, а мы ей посылали посылки с грецкими орехами. А знаете ли вы, как погиб ваш дядя, муж тети Поли? Нет. Ни об этом ни тетя Фаня, ни тетя Поля никогда не рассказывали. Я думаю, что они и сами не знали. Ну, может быть, пришла повестка, что погибли. Но они мне ее не показывали, я ее не видел. Только на словах. Хорошо. Где вы жили после войны? Ну, я немножко рассказывал, что деньги, которые сэкономили на продаже фуфаек,
отдали взятку и дали нам сначала одну комнату, а потом, это коммунальная была квартира на много семей, а потом один из соседей получил квартиру, и нам отдали его комнату, у нас стало 2 комнаты, и жили довольно долго, до 60-го года, это, ну, считайте, 15 лет. Тогда просто годы были намного длиннее, чем сейчас. А потом для заводских построили новые дома, уже с отдельными квартирами. И это была последняя дохрущевская застройка. Это были так называемые сталинские дома, потому что там были высокие потолки, там были просторные квартиры. Ну и папа был на хорошем счету, как рабочий. И для начала поселили в эту 3-комнатную квартиру 2 семьи. Мы пожили вместе года 2-3. А потом эта 2-я семья получила свою квартиру, и у нас уже осталась эта 3-комната. На то время это была очень хорошая квартира. И мы в ней прожили почти 30 лет, с 60-го до 89-го. Ну, в 89-м уже папы и мамы не было. Вот. Но эту квартиру я хорошо помню. И она была лучше намного, чем большинство людей тогда жили уже, когда началась хрущевская застройка этими хрущобами. Расскажите, пожалуйста, как вы учились в школе? Вообще я всегда говорил, что есть такая присказка, что есть 3 обители печали: тюрьма, богадельня и больница. А я к этим 3 всегда добавлял школа, потому что она не оставила у меня никаких радужных таких воспоминаний. Скучно мне было. Но вот я никак не мог понять, когда в стихотворении рассказывала, и мы его должны были заучивать наизусть, что на высокий дуб взгромоздилась птица под названием Ленин, а другая птица под названием Сталин. Я никак понять не мог, за что они на этом дубе делают, и чего они туда вообще полезли. А когда вынимал Маяковский из широких штанин молоткастый, серкастый, я не понимал, чем он хвастается. И я вообще ничего не читал, потому что литературу так преподавали, что все люди делились на отрицательные и положительные образы, и было много лишних, так называемых, лишних людей. Я не мог понять, для кого они лишние, эти люди. Но все поменялось в моей жизни, когда я познакомился с дядей Гришей. Он стал моим, ну как сказать, учителем по жизни, что ли. Я как-то был болен, и заговорили о литературе. И он спросил, читал ли я Паустовского. А я сказал, что нет. И он полез куда-то, достал книжечку, повесть Паустовского «В лесах», и дал мне прочесть. Я читал и не мог остановиться. А когда прочел эту повесть,
я перечел всего Паустовского, что было им написано. А потом я читал всех тех писателей, о ком Паустовский отзывался благосклонно. Куприн, Грин, Алеша, Бунин. А потом я уже поступил на журналистику и читал все от Гомера и до Тичины. Так вот, школа так особых впечатлений не оставила. Ходил, потому что надо было ходить. Очень боялся родителей расстроить своими тройками. Но у меня какое-то было необычное к этому отношение, потому что мне легко давалась математика. Но из-за того, что она мне легко давалась, она была мне абсолютно безинтересна. Мне интересна была история, литература. И из-за того, что я математику делал спустя рукава, у меня всегда могли быть тройки, и родители бы очень меня за это ругали. И у меня была договоренность с учителем, что я буду заниматься с двоечниками, отстающими. И если эти двоечники перерастут в троечники, то он меня поставит 4. И вот это меня спасало. Но вообще были какие-то и очень интересные, конечно, события. Ну, например, учительница английского языка предложила классу такую игру, что мы всем классом поедем в Америку. И раздала каждому задание описать какую-нибудь часть этого путешествия и потом прочитать. Но я уже умел фотографировать, я пошел в библиотеку, взял журналы и переснял на фотографии Сан-Франциско и сделал такой доклад. А почему я об этом упоминаю? Что когда прошло очень много лет, и мы с Ниной оказались в этом Сан-Франциско, я был бесконечно удивлен увидеть мои фотографии, потому что это незабываемый рельеф Сан-Франциско с большими такими холмами, с трамваями, съезжающими глубоко вниз. И такое было возвращение в юность. Но вообще до 5-6 класса в классе всем верховодила сила. Кто был сильней, тот был в фаворе и даже мог унижать и издеваться над теми, кто послабее. Меня бесконечно стыдно, что я, в общем-то, был один из самых слабых, но мне удалось найти одного мальчика, который еще слабее. И я как-то его побил. И мне до сих пор стыдно за это. И это было одноразово, но это чувство, что ты выше кого-то, что ты можешь его унижать, оно было во мне, и мне за это стыдно. Вот когда-то Эренбурга спросили, вот он пишет о предателях, шпионах, откуда он берет всю эту информацию? И он тогда сказал, что вы знаете, у каждого человека в зародыше есть всего понемножку. И просто надо придумать какое-то увеличительное стекло и рассмотреть в себе даже что-нибудь такое ужасное, как предательство. Ну вот это, и это был какой-то такой случай. Но я никогда больше в жизни ни с кем
никого не обижал, но тем более детей или женщин. А вот уже после 5-6 класса стало возобладать интеллект. И я вдруг заметил, что я в классе стал каким-то уже более уважаемым человеком. И даже уже к концу школы входил в тройку. У меня было 2 друга, и это была такая наша тройка, и мы уже стояли, это была элита нашего класса. У моего друга папа был генерал, вот его мама давала ему витамины, и когда я бывал у них, то и мне перепадали им витамины. Ну и это, конечно, было очень приятно. А так, ну что еще о школе можно вспомнить? Ну, это не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору, но в школе, конечно же, была и первая любовь незабываемая, и вторая такая же незабываемая. Но это в следующем интервью. А когда вы пошли в 1 класс? В 1948 году. Это было всего 3 года, как закончилась война. И учительница была в сапогах, директор был в таком солдатском френче, кругом стояли разрушенные дома. И, может быть, вы тоже играли в такие классы на тротуаре, рисуют классы, и туда бросают биты такие. Так вот, мы бегали в политехнический институт, который бомбили, и на лестничных пролетах, выложенных плиткой, она вся была побитая, и мы собирали эту плитку и играли в эти классы. Это тоже было в школьное время. Каркасы домов. Но надо сказать, что вот, и я уже хочу просто это повторить, что окружающая обстановка и условия жизни, они были такие, каких других мы не знали. Это было все, что мы знали. Мы не знали, каким это было раньше. И поэтому все воспринимали, ну, так, как оно есть. И не чувствовали себя какими-то несчастными. Но надо сказать, что в детстве, в общем-то, почти все дети счастливые, очень легко находят общий язык друг с другом. Но вот оказалось в песочнике рядом, и уже все вместе строят из песка замки и общаются. А сейчас, чтобы начать с кем-то строить замки и общаться, нужно гораздо больше условий, чтобы совпали. Так. А когда вы закончили школу? Когда вы закончили? Ну, если пошел в 1948 и не был второгодником, то закончил в 1958. И вот с 1958 года я начал работать, поменял, я подсчитывал как-то пару десятков профессий. Если просто быстро перечислять, то слесарь, токарь, каменщик, пионер-вожатый, инструктор по туризму, фотограф, руководитель кинокружка, кинооператор такой нештатный. А потом 25 лет
кинооператор на всех студиях Украины и закончил кинооператором-постановщиком художественных фильмов. Длинный был путь. Во всяком случае, когда я сравниваю то, что произошло вот я в Америке 30 лет, за этот срок и за те 30 лет, что были до этого, это несоизмеримые величины. Прошлые были набиты событиями до отказа. А сейчас, ну это все так говорят, это шаблон. В старости время летит очень быстро. Какие у вас самые яркие впечатления от работы на киностудиях? Почему вы сначала работали, мы с вами обсуждали, слесарем, токарем, каменщиком, а потом стали работать в кино? Как это получилось? Как получилось что? Как вы стали работать в кино? Ох, это длинный рассказ, но вдруг, может быть, у вас хватит терпения. Одна из моих работ, это был инструктор по туризму. Я работал в школе, и там учителем был директор Дома пионеров. И в это время начались туристские движения в Советском Союзе. Первые походы, песни, костер. И я организовывал такие походы. В первые походы еще рюкзаков не было. Многие ребята делали рюкзак из наволочки по картошке в нижние углы и веревку сверху. А некоторые просто чемодан крепили к спине. У меня есть фотография первого похода, может быть, вам будет забавно. Я вам ее покажу или возьмем из компьютера. Ну и вот, как-то вот этот учитель истории, одновременно директор Дома пионеров, побывал со мной в один из походов, который я организовал. И мы вышли из школы, он говорит: знаете, Валерий, приходите ко мне в Дом пионеров, будете руководить туристским кружком. И я согласился, потому что я знал, что там есть еще и кинокружок. И я спросил его: а я смогу я брать иногда кинокамеру из кинокружка в свой поход, чтобы что-то я мог снимать. Он сказал: я тебе обещаю. И таким образом я перешел. И стал там снимать, вернее, водить людей по всей, можно сказать, стране. 1000 километров. Вот. Каким-то образом, я уже даже сейчас и не вспомнил. Да, вот, кстати, я запомнил, надо будет потом к этому вернуться, потому что вы в свое время спрашивали про репрессии, была ли опасность быть репрессированным. И у меня, оказывается, была такая опасность. Я когда работал пионер-вожатым, был какой-то большой семинар городской всех пионер-вожатых, и назывался он «Развитие инициативы у детей». Ну и выступали очень правильные пионер-вожатые, рассказывали, как они эту инициативу развивают. А я был свидетелем абсолютно безинициативности, по крайней мере, в своей школе. И я взобрался на трибуну и стал говорить, что о какой
инициативе мы можем говорить, если даже на этом собрании никакой инициативы. Все говорят заученные тексты по записанным бумажкам, а дети растут, часто глупые, ожиревшие, у них мозги жиром запилили. Ну, в общем, договорился до того, что на следующий день из горкома комсомола приехали в школу выяснить, что это я за фрукт такой. И не опасно ли это доверять воспитанию детей такому господину. И тут меня директорша выручила. Она сказала: да, вы знаете, он хороший, очень это самый инициативный, и такой он все время выдумывает, и дети его любят. И просто он очень горячий, может быть, что-то сболтнул. Короче говоря, она меня спасла. А я легко мог попасть на карандаш в КГБ. Но это я отклонился, а перед этим я рассказывал карьеру свою в киношную. Так вот, я начал снимать в походах кино, как-то об этом узнали на городской туристской станции и предложили мне перейти к ним и снимать фильмы о их уже гораздо, ну что ли, масштабной деятельности. Я перешел к ним, сам поехал в Москву и привез новенький немецкий киноаппарат Rolleiflex и снял для них пару фильмов. А фильмы я отправлял в лабораторию по обработке любительской пленки. И как-то начальник этой лаборатории уже случайно увидел в проекции, когда просматривал я проявленный материал, и он меня пригласил к себе в кабинет и говорит: знаете что, Валерий, идемте ко мне работать, я вас возьму на работу кинооператором, и вы уже будете значиться в трудовой книжке не руководитель кинокружка, а кинооператор. Ну, для меня это было просто счастье. И я перешел работать к нему. Ну, какой я был кинооператор? Моей задачей ходило снимать титры для любительских фильмов. Вот и весь кинооператор. Но однажды, было лето, большая часть штатов была в отпуске. И пришел человек, как потом выяснилось, крупный журналист, работал в рабочей газете, главным редактором был зять Аджубей, зять Хрущева. И, естественно, сотрудники такой газеты пользовались особым почетом. А он приехал из Всемирного чемпионата по футболу. И там что-то снял на 16 миллиметров, на любительскую камеру. И ему надо было сделать фильм, чтобы отчитаться о своей поездке. Ну, снимал он, наверное, первый раз в жизни на такую камеру. И я очень долго возился, чтобы все... Да, надо сказать, что раз все были в отпуске, а я к тому времени научился всеми машинами пользоваться, и проявочными, и копировальными, и монтажными столами. И я был в состоянии все ему сделать. Это отняло довольно долго времени, потому что там были и темные, и черные, и нефокусные, и все, надо было все привести в порядок. И поскольку это тянулось довольно долго, он иногда приходил справиться, как идут дела.
иногда сидел со мной в темной комнате, пока я работал. Ну и как-то о чем-то уже говорить надо. Он меня спрашивал, э, кем я хочу быть однажды. Ну, я сказал, что я-то вообще-то хочу быть кинооператором. Но кто же меня возьмет, я вот сейчас это самое... А надо сказать, что к тому времени я подружился с Институтом археологии, и у меня среди археологов было много друзей. И они сказали, что, Валера, кино-то далеко, а тебе надо хоть какое-то высшее образование иметь. И они мне помогли поступить на кинооператорский, то есть на исторический факультет. И вот к тому времени, когда я делал фильм этому журналисту, я учился на истфаке. И я ему сказал, что я учусь на истфаке, но я мечтаю быть кинооператором. Он абсолютно неожиданно для меня, он как-то сказал, ты знаешь, я могу тебе помочь перейти с исторического на журналистику. Ну, это для меня такое слышать, это было, как я уже, это просто невероятное. Потому что журналистика это уже где-то рядом с телевидением, и я мог видеть какой-то свет в конце тоннеля. А он был сам чемпионом Европы по плаванию, и его друг, тоже чемпион по плаванию, в это время оказался, уже столько лет прошло, и он стал проректором университета, Государственного университета имени Тараса Григорьевича Шевченко, проректором по заочному обучению. И он мне пообещал, что этот его друг может мне помочь. И сказал, что он позвонит. Но шли недели, и я уже стал забывать и решил, пролетело. Как вдруг неожиданно он позвонил и сказал, ты знаешь, этот мой приятель тебя ждет такого-то числа в такое-то время в университете. Я пришел, и эта встреча закончилась тем, что меня перевели с исторического факультета университета на факультет журналистики. Ну, я не хочу затягивать время, потому что это очень много деталей надо рассказывать, если просто в двух словах. Там надо было за 1 год перечитать колоссальную библиотеку литературы. Я читал по 400-500 страниц в день, но я все равно не успел все прочесть. И меня отчислили из университета вообще. Ой, но у меня оставались направления на сдачу тех экзаменов, которые я не сдал. Я решил, я все равно буду сдавать эти экзамены, а потом приду к ним, упаду на колени и попрошу, чтобы все-таки меня взяли. Сдал я все экзамены, прихожу в этот деканат журналистики, а там идет ремонт. И выяснилось, что моей бумаги, что меня отчислили, где-то нету, задевалась куда-то. Может, на растопку пошла. А я ничего не говорю, я говорю, вот я наконец сдал все экзамены. А она ответила, что ну и прекрасно, давайте я сейчас все оформлю. И закончила тем, приходите 1 сентября, вы студент журналистского факультета 4-го, по-моему, курса или 3-го, уже сейчас не помню. И я стал заниматься на журналистике.
но все время думал, как же мне перебраться все-таки в кино. А к этому времени надо быстрее, нет? Нет, всё в порядке. Как вы говорите. К этому времени в университете учился парень. Он был чемпионом Европы по гребле. Винник Слава. И он затеял организовать при университете любительскую киностудию. И там я прочел об этом объявление, когда был в университете. Я с ним познакомился, короче говоря, мы организовали эту любительскую киностудию. И поскольку я уже работал на то время в этой обработке любительской пленки, я мог там брать камеру, приносить, показывать студентам. И что-то начал снимать, и мы начали снимать. И я снимал, а он через некоторое время перешел с факультета иностранных языков, на котором он был, в киноинститут, на кинорежиссерский. И я уже снял какую-то курсовую его работу, и курсовую работу его приятеля. Его фамилия Гуайда Олег, тоже стал кинорежиссером. И что получилось? Отец вот этого Олега был начальником отделения железной дороги, на которой машинистом работал Кривонос. Кривонос – это теперь выдающийся человек в советской истории, потому что он был как Стаханов. Ему удалось прицепить в 2 раза больше вагонов, чем до него. И он таким образом прославился, все стали о нем писать, а через какое-то время он стал больше, чем министром, потому что он был начальником юго-западной железной дороги, а это государство в государстве, со своими школами, больницами, институтами, ну, всем подряд. Большой человек. А вот сын его начал учиться на кинорежиссера. И папа в память о прошлых годах приехал в Киев на прием к своему машинисту, а теперь министру, и попросил как-то посодействовать, чтобы сынок хоть какие-то деньги мог зарабатывать, потому что на стипендию не проживешь. И сам Кривонос устроил этого сына, его студента, в Дом техники Юго-Западной железной дороги. А там был оператор, который все время им объяснял, почему нельзя снимать то или другое. И этот Олег говорит начальнику, а начальником был еврей по фамилии Шульгайцер. И вот он говорит этому Шульгайцеру: у меня есть парень, он тоже кинооператор, вы бы взяли его на работу, он бы все вам сделал. Но я когда пришел, они говорят: а вот это вы сможете? Я говорю: запросто. А вот это? А вот внутри паровоза? Да, все сделаем. А я еще и в руках не держал эту профессиональную камеру никогда. Короче, они взяли меня на работу. Я поехал на киностудию к знакомому, чтобы он мне показал, как пользоваться этой профессиональной камерой. И я там работал пару лет. И в это время на кинофакультете, где учились эти мои друзья на кинорежиссерском,
освободилось место кинооператора в учебной киностудии, который снимал для студентов курсовые дипломные работы. И вот этот оператор ушел, им нужен был человек. Олег меня порекомендовал. Они попросили, чтобы я принес, что я там наснимал на железной дороге. Я им показал, они посмотрели и сказали: приходите завтра на работу. И вот я стал снимать на учебной киностудии кинофакультета курсовые дипломные работы для студентов. А туда пришел новый декан, молодой человек сравнительно, лет 35, сам из Днепропетровска. И мне кажется, что какие-то были связи с будущим первым секретарем ЦК партии Украины Щербицким. Но я-то не уверен, у меня нет никаких прямых догадки какие-то. Во всяком случае, я много раз обращался к влиятельным людям на кинофакультете, как бы мне вот с журналистики перевестись на кинооператора. Меня даже никто слушать не хотел. Я не успевал закончить, они говорили: да прекрати это, не цепляйся. Это исключено. Ну, а уже время подходило, что мне диплом надо заканчивать по журналистике. А если я получу диплом, уже никуда переводиться нельзя будет. И я так просто по привычке все, что задумал доводить до конца, решил, схожу-ка я к этому декану молодому и его попрошу. И я когда пришел и объяснил, что я хочу, он мне говорит: что же вы, Валерий, раньше мне не сказали? Я, говорит, для вас все сделаю. Я не знаю, чем я ему так понравился, но пару раз он видел, как я снимал какую-то хронику киноинститутскую. Ну, потом он ее показывал, правда, ректору института. Короче говоря, этот человек, Юрий Николаевич, договорился с завкафедрой киноинститута, а завкафедрой был известный кинорежиссер Ивченко, такой непререкаемый киноавторитет на украинском кино. Он снял в свое время «Гадюка», «Путь к сердцу». И этот декан с ним договорился, чтобы он посмотрел мои работы и чтобы, может быть, решить вопрос о переводе меня на кинофакультет. Передо мной стояла очень сложная дилемма. Дело в том, что Ивченко требовал от студентов общаться только на украинском языке. И не любил, когда кто-то переходил на русский. Я понимаю, знаю украинский язык и люблю, но я не так легко общаюсь на украинском, как на русском. И для меня было или говорить на каком-то горбатом для меня языке, или оставаться самим собой и говорить на русском. Я, в конце концов, остановился, что надо рискнуть и быть самим собой и говорить на русском. И на все вопросы, которые он мне задавал, я отвечал на русском. И в конце он сказал, у меня голова пошла кругом. Он сказал, ну тогда господ не было, товарищи, этот парень, это же взрослый человек, у него уже семья. Ну что вы, мы его садить на первый курс, на такую ученическую скамью. Давайте, если решать его судьбу, то переведем его сразу на 4-й курс. Он год потратит на то, чтобы с ними сдаст экзамены, которые он не сданы, а работы у него есть,
те, что он снимал курсовые дипломные, я предлагаю его перевести на 4-й курс. Меня это испугало, потому что я решил, что когда старшее начальство узнает про такое очень резкое движение, то, наверное, все пропадет. Но судьба мне благоволила, и ректор одобрил, и я пришел на кинофакультет, который через год закончил, и пошел работать на студию научно-популярных фильмов, а потом на Одесскую студию художественных, а потом на студию Довженко. И 25 лет в кино я проработал на всех киностудиях Украины. Ответил ли я на ваш вопрос? Да. Валерий, расскажите, когда у вас появилась своя семья? Это может оказаться тоже длинная история. Я вам говорил, а может и не говорил, что когда я стал инструктором туристского кружка в Доме пионеров, я ходил по школам и собирал ребят, объявлял, что вот кому хочется испытать себя, жить в палатке, и ходить, и костер, и все, приходите ко мне в кружок. И вот ко мне собрались ребята, старшеклассники, было им лет по 16 всем. Случился, может быть, единственный в истории человечества феномен. Эта группа ребят существует уже 60 лет. Не так давно праздновали 50-летие, а потом 60-летие. Мало того, что сохранилась их дружба, ну, конечно, через кружок прошло, ну, может быть, человек 100, остался костяк, человек 20, но вот эти 20 человек уже держатся 60 лет. И вторая часть феномена состоит в том, что почти все друг на друге переженились. И, ну, может быть, 1 или 2 взяли кого-то со стороны. А так внутри кружка все переженились. И мало того, поскольку я был еврей, и это было заметно, иногда я отпускал какие-то шутки. В общем, в кружок собралось довольно много евреев, ну, по крайней мере, наверное, около половины. И вот все вот эти браки, о которых я рассказываю, оказались двойными. Евреи, мужчины, мальчики женились на девочках русских, украинских, а девочки, еврейки, повыходили замуж за украинских и русских. И вот такое получилось удивительное событие, вообще, я считаю, в истории человечества. Но живо еще сегодня. Мне пишут, меня присылают фотографии. Я туда ездил, когда не было войны, каждые 3-4 года. Так что я стал говорить? Вы спросили о том, как моя семья образовалась. Ну и в один из дней пришла новая девочка в кружок. А я сижу на ступеньках на крыльце, записываю в журнал новеньких. Спрашиваю, как фамилия? Она говорит, Бритова. А я говорю, опасная или безопасная? Она говорит, опасная. И вот она стала моей женой. Ей было как ее звали? Ей было 16 лет. Мы прожили почти 60 лет. Она умерла у меня на руках.
Вот. А, а потом у нас родилась Леночка. Вся жизнь закрутилась вокруг Леночки. Вырастили, слава Богу. Леночка получила мастер-дегри по психологии. У нее свой бизнес. Она работает из дому, консультирует деток, у которых проблемы с родителями в семье. Муж у нее менеджер в сети аптечных, сети аптек. А еще спортсмен, тренер по бейсболу. 2 деток. Одному 11, другому 6. Лэндон и Лукас. Скажите, пожалуйста, какое было полное имя у вашей жены? Нина Петровна. Она была еврейка или... Нет, она была смесь русской и украинской. Я вот вам сказал, что в этом моем кружке так получилось, что все пары образовались двуязычные. Евреи и русские перемешались. Не было такой тенденции, что раз ты еврей, то ты должен брать себе в пару еврейку и наоборот. У нас не было вот этого национального какого-то obsession. Это вообще было на последнем месте, по крайней мере у нас в кружке. Когда вы эмигрировали из Советского Союза? В каком году? 1989 год. Месяц в Австрии, 3 месяца в Италии. Из Италии в Нью-Йорк. Мы приехали 9 января 1990 года. А у вас остались родственники в Киеве? У меня в Киеве оставалась сестра, но она умерла. 70 лет, онкология. Брат в Киеве, он младший, на пенсии. Иногда общаемся, но это из-за войны стало очень сложно. Да, вот должен вам сказать, я вдруг неожиданно в интернете увидел, дело в том, что фамилия Грозак довольно редкая, очень такая редкая, я почти не встречал. Румыны были Гроза, без К на конце. Так вот, вдруг я вижу в интернете, в Фейсбуке, по-моему, имя Зоя Грозак. Думаю, как странно. Я думаю, напишу-ка я этой девочке. И написал: Зоя, послушайте, а вдруг мы с вами родственники? Потому что вот такая фамилия, она довольно редкая. А она мне отвечает: дядя Валера, я ваша внучка, а вы мой дедушка, потому что мой папа сын вашего папы. И таким образом у меня нашлась еще одна родственница, внучка Зоя. А у нее еще есть сестричка, значит, еще у меня есть внучка Анечка. А почему вы решили эмигрировать? Когда евреи массово уезжали из Советского Союза,
я где-то читал, что этот последний исход 1 миллион человек покинули Советский Союз. И меня часто спрашивали: Валера, а ты не думаешь о том, чтобы уехать? А я говорил, это абсолютно невозможно. У меня даже мысли такой не могло быть, потому что я вырос в этой среде, в этой стране. Я ее исходил своими ногами. В этой стране моя судьба. В этой стране я думаю и живу. И я себе не могу ничего, даже представить этого. И вот я уезжаю. Почему? Сошлось 3 причины. Одна из них сама по себе не могла послужить для отъезда. Одна такая – это Чернобыль. Киев – час езды от Чернобыля. Размножились онкологические болезни, стали строить много онкологических центров. И мне друзья говорили: у тебя дочка в самом серьезном возрасте для этой опасности, ей 8 лет, и жена у тебя слабенькая, подумай, тебе надо уезжать. Но я еще не созрел. Кроме этого, развалился Советский Союз. С развалом Советского Союза развалилась кинематография в таком виде, в каком она была. Она просто перестала существовать. Когда я приходил в Дом кино, стены были увешаны фотографиями моих коллег, которые умерли, не выдержав этого всего, потому что творческому человеку остаться мало того, что без средств существования. Один мой друг, режиссер, говорил, что они неделю откладывали деньги, чтобы купить дочери банан. Но еще и престиж. Они привыкли быть в особом состоянии, они привыкли жить творчеством, и лишить творческого человека возможности творить, это все равно, что обрубить ему пальцы. Вот это было второй серьезной причиной. Чернобыль, развал Советского Союза. Я сейчас что-то не сразу могу вспомнить третью. Я, может быть, позже посмотрю в книге. Была еще третья серьезная причина. Во всяком случае, развал Советского Союза совпал с ростом антисемитизма. Впервые в киевской газете «Вечерний Киев» появились слова «жид», чего не было десятки лет. И это тоже ощущалось. Во всяком случае, вот это то, что Лену в школе обозвали жидовкой. И да, но вот что надо сказать, что я вспомнил, именно это, кажется, и послужило третьей причиной, что одно дело, что я лишался профессии фактически и должен был зарабатывать, как все другие, это называлось стать челноками, скупать в Польше блузки, штаны, трусы и везти продавать подороже и за это существовать. Но этого мало. Основное то, что страшный разгул бандитизма. Моего товарища по фотокружку прошли, убили в надежде
пола- что у него что-то есть, у него ничего, кроме старых галош, не было. У меня был приятель, художник, который работал на авиазаводе, и был юбилей завода, он сделал украшения этого юбилея, очень удачные, всю эту атмосферу. И ему дали хорошую премию. Пришли бандиты, забрали деньги, его убили. И никто не искал этих убийц, никто даже не заводил дела. Это все было, стреляли людей просто на улицах. И это была своего рода вот такая конкуренция. Конкурировали пулями и пистолетами. И вот зная, что моего деда петлюровцы зарубили шашками во время погрома, я давно дал себе зарок, что если я почувствую хотя бы очень близко что-то похожее, что надвигается, я не буду рисковать своей семьей, я что-то буду предпринимать. Вот поэтому мы решили ехать. Причем это не было легкое решение. Это все знают, кто прошел через это, что потерять родной язык, потерять своих друзей, потерять свою привычную тебе дорогую родную родину, это очень тяжелое испытание. И мы часто беседовали с Ниной, ехать, не ехать, не ехать или ехать. Я ей сказал: знаешь, Нина, мы так себя разрушим. Давай решим что-то одно и будем этого одного придерживаться. И я никогда не забуду, она в какой-то день вышла из ванны, ни в чем, села ко мне на колени и сказала: мы едем. Я видела сон, что мы в Италии. Она вообще была суеверная. И вот так мы уехали. Как вы живете в Америке? Как говорит Рязанов, скажи спасибо, что живешь. Все-таки я потерял уже много друзей. И 83 – это немалый срок. Слава Богу, у меня очень, тьфу-тьфу-тьфу, крепкое здоровье. Летом я плаваю в океане почти каждый день. Такое расстояние, как 3 футбольных поля. Зимой хожу около часа. Я купил шагомер, оказывается, что я хожу 6-7 тысяч шагов. Это зимой. Ну и все, что я из себя представляю, это книги, которые я прочел, и люди, которых я в своей жизни встретил. Без этих встреч такого меня, как я есть, не было бы. И поэтому общими усилиями вот такого большого количества благородных и замечательных людей
я живу и наслаждаюсь жизнью. В свое время я снимал свадьбы несколько лет, снял около 100 свадеб. Это мне позволило стать на ноги чуть-чуть. И я живу скудно, я официально ниже, как это называется, прожиточной, ниже черты прожиточной этой самой линии, что ли, черты. Но мне на все хватает. У меня хороший дом. Город, в котором я живу, считается приличным и престижным. Рядом с океаном, это большой подарок. Ну и вот то, что вы сейчас делаете, это тоже для меня большой подарок жизни, потому что это останется, как мое, вот у меня есть 2 книги останутся, 50 фильмов, что я снял, и останется, я надеюсь, это интервью, как какая-то память о моей эпохе и моих людях, и в том числе о Леночке. А вы получаете компенсацию от немецкого правительства или от других организаций? Люди, которые из России получают пенсию, которые с Украины не... А с Украины тоже, по-моему, получают. Но что-то у меня как-то не вышло эту пенсию получать. Не знаю, уже какие-то сроки не сошлись или бумаги. Но мне хватает американской поддержки. И, знаете, в Америке говорят, лучше всего живется богатым и бедным. Вы говорили, что вы не сталкивались особо с антисемитизмом после приезда в США. Но вот что вы думаете об антисемитизме в США сегодня? Ну, я уже упоминал про разговоры деток, когда я возил в кино. Но это глупость, а вообще он существует, к сожалению. И с ним надо бороться, вот и все. Но образованная часть американцев – это в основном благородные люди, далекие, на мой взгляд, от какого-то антисемитизма. И во всяком случае, я в Америке не был свидетелем никакого проявления ни в отношении себя, ни в отношении кого бы то ни было. Единственное, пару случаев недоброжелательства были, но они были со стороны переселенцев с Украины, у которых все еще традиционное неприязнь к евреям. Ну вот, для примера вам скажу, что у меня не получилось обрасти друзьями здесь. Не знаю почему. Потому что, наверное, круг людей, которые меня окружали в Киеве, это был определенный, я бы сказал, какой-то отборный, избранный во времени, сохранившийся чудесный круг людей. И мне казалось, что вообще все люди такие, потому что я ничего другого близко от себя не видел. А когда я оказался в обычной эмигрантской среде, то оказалось очень много людей
и злобных, и малообразованных, и, во всяком случае, больше, чем я ожидал. Но я все время пытался найти друзей. Я подумал, что все-таки надо искать кого-то из Украины. Я же и сам с Украины. Я позвонил какому-то священнику украинскому и пригласил к себе в гости. Наварил борща, вареников. Мы вроде бы неплохо посидели. А потом они все допытывались, а как получилось, что я все-таки в Америку приехал. И когда я упомянул, что я приехал как еврей, они быстро засуетились, собрали свои обладки и уехали и с концами. Вот вам пример. Какое у вас впечатление об антисемитизме в мире за пределами США на сегодняшний день? Еще раз. Как вам кажется, сейчас в мире на сегодняшний день антисемитизм в каком состоянии? Вообще отношение к евреям в мире изменилось. И я это сужу по, скажем, даже интернету. Вдруг появился какой-то интерес к евреям, кроме враждебного и неприязненного. Чаще появились какие-то утверждения, сообщения о достижениях в Израиле, о свойствах евреев, о том, что евреи хорошие мужья, что они плохие алкоголики. И вообще, если раньше, вот в Союзе, старались не упоминать об евреях. Моя учительница Наталья Дмитриевна, моя подруга на полвека, когда мне говорила о космополитах и евреев, говорила в полголоса, хотя никого и близко не было. Так вот сейчас как-то стали об этом говорить более открыто. Евреи как бы получили какое-то право на существование в умах, доброжелательное. Меня немножко раздражает, что интернет завален кошками, евреями и проститутками в основном. Но в этом есть и что-то положительное тоже. Как вы думаете, что помогло вам пережить войну? Что помогло вам выжить? Ну, во-первых, чудо марганцовка. Во-вторых, мама, которая не поверила в диагноз и не верила целый год. Это дорогого стоит. Вот. И судьба. Судьба. Я благодарен Богу, что мне повезло немножко, может быть, больше, чем другим. Потом, опять-таки, это судьба. Знаете, это не так часто бывает, чтобы прожить с женой 60 лет. И с какой красавицей, не знаю, может быть, я найду фотокарточку. Давайте.
Угу. А вы покажете в камеру, Давиду? Да. Ну так вот Что бы это вы все и помогло, понимаете. Я вам уже говорил, если в двух словах, то помогли книги и люди. Ну и потом у меня такая просто привычка, как у всякого человека своя, у меня такая, доводить задуманное до конца. Не бросать на полпути. Да. А что бы вы хотели сказать будущим поколениям? Это большая ответственность разговаривать с будущими поколениями. Я просто замечаю, ведь все в жизни циклично. И я замечаю, что уровень интеллекта, это не только мое мнение, а это мнение ученых, в общем, у человечества упал за последние десятилетия. И уровень духовности тоже. И надо сделать все возможное, чтобы вернуться в достойное состояние, чтобы жить вместе с людьми и ради людей, и нести, потому что это завещано Богом. Основная Божья задумка, когда Он создал человека, это продолжение жизни на земле, всего самого замечательного, что в громадной, безмерной Вселенной существует. Это жизнь. И ее надо поддерживать и продолжать. И я знаю, что это шаблон и глупо. Я ничего другого не смог придумать. Нет, прекрасно, прекрасно. Валерий, спасибо вам огромное за интервью. Вы Это вам героически спасибо. выстояли. Теперь Ну, буду рассказывать, что я стал Да. частью истории все-таки. Да, да. David, we're wrapping up. We wrapped up. We should praise Valery because he heroically managed to talk for 4 hours. Молодцы. Very good. Здорово. Do you Thank want you us so to, much. very welcome. You want us to Да. cut? What are you saying, David? You want us to cut? Stop rolling? Yeah, Oh. we're done. Okay, very Finished. good.